Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале. Сегодня я хотел поговорить на тему, что такое ретриты, что такое сатсанги, что такое эти прекрасные собрания людей, которые желают познать себя. Это прекрасное действие, которое вы можете созерцать с мастером. Мастер — это тот человек, который может вам передать энергию Создателя, энергию, внимание и углубить ваше создание в Создателя, быт, в его восприятие реальности. Да, это ограниченное восприятие реальности, но для нас, людей на Земле, этого вполне достаточно, чтобы прийти к осознанности, просветлению и пониманию. Кто вы, зачем вы родились и что вы делаете в этом мире. Во время ретрита вы в состоянии испытать божественное состояние. Многое предстоит пройти человеку, который выбрал этот путь. И этот путь вовсе не является легким. Он является одним из самых тяжелых, осознанных выборов. Все работы, все взаимодействия направлены в нашей жизни только на одно, чтобы вы пришли к осознанности и просветлению. Каждая душа, которая даже не выбирает с самого начала высокие вибрации, она может падать в бездну вниз. И это не страшно. На каждом этаже Создатель дает возможность каждой душе одуматься. В каждом измерении, куда она будет падать в бездну, Он все равно будет останавливать и давать одумываться. Каждому человеку, каждой душе в его сознании, в его проявлении. Он не заинтересован, чтобы души мучались, его дети. Он заинтересован, он ни в чем не заинтересован. Он будет наслаждаться только тогда и наслаждается, когда все действие свершается. У Создателя нет низких вибраций и высоких вибраций. Все для Него дети Божьи. Во всем в Нем содержится все, что вы можете только представить и не представить. Он полноценен сам в себе. На ретритах учителя в современном мире передают состояния и активируют те или иные энергии, неведомые взору человеку. Когда происходит мой ретрит, я активирую зону фиолетового луча, индиго-луча. Эта энергия будет помогать человеку. Он сразу это почувствует, энергетические изменения. И только со временем, если он будет разумно соблюдать все правила на своем пути и слышать жизнь, чему она учит, чему она объясняет, этот человек сможет наикратчайшим путем прийти к осознанности и просветлению. Это мое служение вам. Не меньше и не больше. Искреннее служение вам, каждому из вас, кто будет взаимодействовать со мной. Максимально эффективно я смогу передать ту энергию и открыть ваши спящие ячейки в сознании, только если у вас будет вера, понимание и доверие. А также, если человек не будет ничего желать от действия, которое будет происходить между нами. Важность этого момента — человек должен находиться в полном доверии и безмыслии. Тогда процесс будет происходить самым наилучшим образом для каждого. В современном мире многие люди думают, что все проблемы могут исчезнуть в одном случае. Если человек придет на сатсанг или ретрит, и он сразу все получит. Нет.
Этот мир устроен не так. Кто вам говорит, что просто сиди и кайфуй, он вас обманывает. Не ведая этого, да, вы придете к осознанности, да, вы можете просветлеть, но завтра вам придется начинать все сначала. Вам придется взаимодействовать с окружающими людьми и миром в осознанном или просветленном состоянии. Так что лучше до осознанности и просветления научиться трудиться искренне и взаимодействовать с каждым человеком. И с Рыжиком он схватил меня за ногу. Это очень важные аспекты жизни. Труд. Не ожидайте легкой пищи. Не ожидайте, что это будет легко, придя ко мне или к другому человеку. Вы сразу обретете просветление и завтра же пойдете собирать паству, кормить людей пищей. Поймите, эта пища очень тяжелая. Чтобы прийти к просветлению, человеку необходимо очень пройти тяжелые испытания. И эта душа должна быть подготовленная с самого начала. Задача каждого человека, кто искренне осознает себя или хочет познать, не ждите легкого. Труд. Вам также надо будет работать, вам также надо будет пахать. И чем вы будете больше пахать в осознанности, тем вам будет проще, интересней и красивее созерцать жизнь. Да, в осознанности гораздо легче работать. Это правда. Потому что все действия превращаются в магический, красивый ритуал жизни. Вы наблюдаете каждый день, как Создатель с вами разговаривает. Низкие вибрации служат для вас учителями. Вы уже никого не осуждаете. Жизнь становится легче, ярче. Как прекрасный закат за мной, восход. В прекрасных Бали. Это магическое место, это энергетическое место. Оно способствует пробуждению, это правда. Сама энергия этого острова, вулкана, я еще не могу объяснить, что это за энергетики, но они очень высокие. В этом месте человек наилучшим образом входит в проработку своих слабостей, кармических. Что-то сделал не так, моментально приходит ответка. Понимаете? И Бали – это такое место. Как говорят, Бали не приняло. Значит, карма тяжеловатая, потому что быстро идет. Джук, сделал, получил. Здесь нежелательно плохо думать или как-то поступать иначе. Вернемся к осознанности, к сатсангу. Сатсанг – это величайшее действие, когда мастер может служить ученикам. В этот момент служит не мастер, в этот момент служит Создатель. Потому что мастер всегда выступает как оболочка. И не больше. При соединении с Создателем каждый из вас сможет почувствовать эту энергетику. Это не делает мастера ни хорошим, ни плохим. Он выполняет свое служение людям. И это самые главные вещи, которые я хотел рассказать каждому человеку, кто придет ко мне на ретрит. Любовь, счастье, благополучие сможет активироваться в вашем сознании. Вы сможете почувствовать любовь, исходящую из этого сердца, ваше. Откройте ваши сердца, и вы познаете то, чего еще в вашей жизни вы не познавали. А если познавали, то это приумножится. Да будет все по вере вашей. Каждому из вас большой привет я шлю в будущее.
так как я записал это в настоящем. Каждый из вас будет меня смотреть в будущем. Соответственно, вы понимаете, что времени как такового не существует. Мир и любовь вашему дому. Я буду рад вас видеть на своем сатсанге. Девушка, большой, мужской поцелуй, приятный, нежный, окутывающий ваше сознание, без порока, чистой любви. Мужикам мужская энергетика. Мы тоже поговорим на мужские темы. Мы не будем слюни пускать. Мы поговорим на нормальные, хорошие темы. Так что сильных мужчин тоже жду. Я сам не слабый. Будет что поделиться. Всем мира добра. Он такой смешной. Когда спит, это просто чудо. Рыжик! Ты даже со мной разговариваешь. Он даже со мной разговаривает. Он живой. Его оживляет Создатель. Я по секрету вам говорю. В нем божественная энергия, как и вас. И не меньше, и не больше.